Друзья, всем привет! Все больше и больше людей покидают свою страну в поисках лучшей жизни в другом месте планеты. Большие возможности передвижения позволяют им уехать в страны с высоким уровнем благосостояния и хорошим качеством жизни. А в предыдущих видео я рассказывал вам о жизни в Польше, в Украине и в Испании. И вам эти видео очень понравились. Так вот, я решил, почему бы не поговорить с вами о наилучших странах, в которые можно переехать. Сегодня мы обсудим цены, традиции, сложности переезда и менталитета в других странах. Ладно, не буду томить. Мой топ 10 стран, куда стоит эмигрировать, ведь мне есть что вам рассказать. Десятое место. Португалия. Благодаря стабильному экономическому росту последние несколько лет уровень жизни в стране повышается. Безработица в Португалии достигла в 2013 году уровня в 16,2%, тогда как в 2020 году уже снизилась до 5,9%. Это недорогая для проживания страна, при этом с высоким качеством жизни и хорошим развитием. Здесь доступные цены на недвижимость, невысокие цены на продукты питания и низкий уровень преступности и хороший универсальный климат. Купить жилье в Португалии можно в среднем за 1100 евро метр квадратный, тогда как в соседней Испании цены держатся на уровне 1800 евро метр квадратный. Арендовать квартиру с одной спальней в Лиссабоне можно примерно за 600-800 евро в месяц. Мигранты часто работают в гостиничном и ресторанном бизнесе, в сфере услуг, строительстве и сельском хозяйстве, но и в медицине. В Португалии не стоит ждать высоких зарплат, средняя зарплата составляет 1200 евро в месяц. Больше 2000 евро, как правило, получают высококвалифицированные специалисты. Это программисты, инженеры, врачи, владеющие высоким уровнем английского языка. Также, что мне понравилось в этой стране, так это золотая виза. Вы спросите, что это? Это ваш билет обрести ПМЖ и позже гражданство. Золотая виза – это государственная программа, которая предоставляет ВНЖ в стране в обмен на инвестиции. Получить золотую визу можно через покупку португальской недвижимости или инвестиции в экономику страны. Программа дает возможность быстро стать резидентом страны. Вид на жительство выдается на 1 год, продлевается на 2 года и затем еще на 2 года. Если инвестиции сохраняются, ВНЖ продлевается бессрочно. И после этого через 5 лет инвестор может получить ПМЖ и подать документы на португальское гражданство. А после получения ПМЖ он может выйти из инвестиций, при этом статус резидента он не потеряет. Так что если собираетесь переезжать в Португалию, советую воспользоваться таким вложением. Кстати говоря, в среднем португальцы живут около 82 лет, что считается довольно высоким показателем. Секрет в том, что граждане питаются средиземноморской кухней, что укрепляет их здоровье и делает их долговечными жителями. Приехав в Португалию, вы станете более здоровым. Португалия признана одной из наиболее безопасных стран мира. Она заняла 3-е место в 2020 году в рейтинге Global Peace Index, уступив только лишь Исландии и Новой Зеландии. Здесь не только невысокая криминальная статистика, здесь еще и очень хорошая защита жителей страны, поэтому вы всегда будете в безопасности и спокойствии. 9-я страна – Чехия. Чехия стабильно входит в топ-30 лучших для жизни стран мира и выделяется качеством образования, здравоохранения, а также безопасностью. Чехия особенно привлекательна благодаря схожести языков и менталитета. Чехия немного отстает по финансовому благополучию, и зарплаты в стране соответственно ниже. Переезд в Чехию нередко рассматривается как трамплин для дальнейших передвижений, но сама иммиграция, разумеется, имеет свои особенности и сложности. В Чехии мягкий климат, нет резких перепадов температур, поэтому здесь почти каждому будет очень комфортно. Чехия предлагает разнообразие национальных парков, реки, озера, каньоны и скальные города.
Все приехавшие обожают прекрасно развитую инфраструктуру для велотранспорта. Не только в городах, но и за их пределами. Это делает Чехию отличным местом активного отдыха. Что касается жилья в Чехии, иностранцам разрешено приобретать в собственность недвижимость. Ипотечные ставки по сравнению с другими странами Европы ниже, и кредиты на жилье вполне доступны. Цены на недвижимость продолжают расти, так что, возможно, имеет смысл рассмотреть покупку жилья за пределами столицы, что позволит значительно сэкономить. Средняя стоимость съемочной квартиры студии без учета коммунальных услуг в Праге на сегодня составляет 12-15 тысяч крон в месяц. Цены сильно зависят от района. Стоимость проживания студентов в Чехии в комнате в общежитии может составлять 4500-7 тысяч крон. В случае проживания в квартире коммунальные расходы это еще порядка 2-3 тысяч крон, и интернет вы оплачиваете отдельно. Затраты на еду варьируются в зависимости от того, насколько вы привыкли правильно питаться. Средняя стоимость обеда в кафе в чешской столице около 200-300 крон на одного. Студенты Чехии охотно используют преимущества своего статуса и обедают в вузовских столовых, что обходится гораздо дешевле, до 100-150 крон и меньше, в зависимости от блюд. Однако есть загвоздка. В этих столовых по большой части подают блюда чешской кухни, то есть достаточно жирную пищу, не всегда отвечающую принципам правильного питания. Так что для тех, кто сидит на диете или просто тщательно следит за своим здоровьем, остается единственный вариант – готовить самостоятельно и брать обед с собой. Средний бюджет на месяц при условии, что вы не питаетесь картошкой с сосисками – 5-8 тысяч крон. 8 место – Италия. Италия красивая, богатая, с высоким уровнем жизни и прекрасным климатом. Почему бы вам не переехать туда? Италия – рай для любителей культурных и исторических достопримечательностей. За возможность прогуливаться каждый вечер, любуясь фасадом Флорентийского дуома или величественным Миланским собором, красивыми узкими уличками можно пожертвовать многим. Также Италия омывается 5 морями с 3 сторон. Поэтому, где бы вы ни жили, море будет расположено неподалеку. Италия является третьей по величине экономикой ЕС. Здесь выгодно создавать или расширять собственный бизнес. Бизнес-иммиграция в Италию реальная и не слишком сложная процедура. Эмигрировать в Италию посредством открытия фирмы – один из лучших вариантов для иностранца, твердо решившего получить ВНЖ в Италии и твердо встать на ноги. Согласно последнему рейтингу от Forbes, лучшие страны в мире для бизнеса, Италия занимает 35 место, Украина 61, Россия итого 81 в списке. Также, если вы заинтересованы в своем деле, то у меня есть хорошая новость. Итальянское правительство инвестирует и очень хорошо поддерживает стартапы и новые идеи. Поэтому, если у вас есть правда какой-то крутой вариант для бизнеса, то вас может ожидать успех. ПМЖ в Италии можно получить через 5 лет легального пребывания в стране. Однако, даже имея краткосрочный ВНЖ, резидент может перевести в Италию своих близких и родных, вести бизнес или работать в одной из итальянских или иностранных компаний, получить право свободного передвижения по ЕС, зарегистрироваться в Национальной службе здравоохранения и получать медицинскую помощь, оплачивая лишь небольшие денежный взнос за получение услуг. Работу в Италии найти несложно, часто требуются инженеры и IT-специалисты, маркетологи и специалисты по оптовым закупкам, специалисты металлообрабатывающей промышленности. Несложно найти работу будет и опытным конструктором, электриком. Не имея квалификации, можно найти работу няней, сиделкой для пожилых людей или официантом. Если знаете несколько языков, есть возможность устроиться продавцом в магазине, ориентированном на туристов. 7 место – Испания. Испания одна из самых любимых стран для туристов со всего мира. Насколько она привлекательна для туристов, настолько и для временного и постоянного проживания. Многие туристы, приезжая сюда, задают вопрос местным иммигрантам, что же такого привлекательного есть в Испании, что те остались жить здесь навсегда.
Испанцы очень дружелюбный и общительный народ. Да, эмоциональный, шумный, иногда даже буйный. Однако в большинстве они очень дружелюбны и гостеприимны. Именно местное население – одна из основных причин массовой эмиграции в Испанию на протяжении многих лет. Здесь нет предвзятого отношения к иностранцам, как в других странах Европы. Они скорее любопытны к иностранцам, чем недоверчивы. Также Испания, а особенно ее южный берег, радует теплой погодой 9 месяцев в году. Это самая западная точка Европы. Солнце здесь светит до 10 часов вечера. Незабываемые летние вечера, когда на пляже можно загорать до 8-9 часов вечера, а потом насладиться закатом солнца. Просто великолепно. Что же касается цен и уровня жизни, Испания страна не сильно дорогая по сравнению с другими европейскими странами. Найти квартиру с хорошей мебелью можно от 600 евро в месяц. В маленьких городах это будет стоить еще дешевле. Цены, если сравнивать их с украинскими, немного выше и на одежду, и на продукты питания. Одежда фирменных известных брендов стоит намного дешевле, особенно в сезоны распродажи. Живя в Испании, можно себе позволить путешествовать по всей Европе без колоссальных затрат и не имея большого количества свободного времени. Шестое место. Место – это Польша. Польша – одна из самых экономически развитых стран Восточной Европы. Здесь высокий уровень зарплат, невысокие цены на жилье, низкие налоги по сравнению с другими странами ЕС и родственный язык и менталитет. Многие приезжающие из России и стран СНГ в Европу выбирают именно Польшу, как для постоянного проживания, так и в качестве первой страны для продвижения на Запад. Жителю России, Украины или Беларуси будет легко найти общий язык с поляками, так как на большинство аспектов жизни у нас примерно одинаковы. В целом, если вы научитесь сносно общаться на польском, то будете чувствовать себя как дома. Найти высокооплачиваемую работу в Польше не так сложно, как в других странах Европы. Достаточно на хорошем уровне владеть польским языком и иметь необходимые навыки в той сфере, в которой собираетесь работать. Большим преимуществом будет знание английского, немецкого или французского языка, так как в Польше очень много филиалов иностранных компаний. Каждый год в стране появляются новые рабочие места, а средние и минимальные зарплаты растут. Арендовать или купить квартиру в Варшаве, Кракове или другом крупном городе не намного дороже, чем в Киеве или Одессе. При этом квартиры чаще сдают с мебелью, в отличие от стран Западной Европы, что убирает дополнительную статью расходов на покупку мебели в арендуемую квартиру. Из основных городов Польши ходят рейсовые автобусы и поезда в соседние страны – Германию, Словакию, Чехию, Венгрию и страны Прибалтики. При этом билеты можно купить за 20 евро в одно направление. Похожая ситуация и с авиаперелетами. Есть много лоукостеров, летающих во все крупные города Европы, по цене в 20-50 евро за билет. По сравнению со странами постсоветского пространства в Польше выше качество дорог, социальной и городской инфраструктуры. Дворы и дома всегда ухожены. Во многих крупных городах реализована доступная среда для велосипедистов, людей с колясками и маломобильных граждан. Гражданам Украины и стран СНГ проще получить легальный статус в Польше, чем в большинстве других стран Европейского Союза. Есть как стандартные программы иммиграции через работу, учебу, воссоединение семьи, так и программы иммиграции по карте поляка или для фрилансеров и лиц творческих профессий. Ты смотришь мои видео, но дай угадаю, ты еще не подписан на мой канал. Обязательно подпишись, ведь этот контент я делаю специально для тебя. И обязательно сейчас поставь лайк, таким образом ты поможешь продвинуть этот видеоролик. Четвертое место – это Швеция. Швеция занимает 6-е место в мире по индексу глобальной конкурентоспособности. Этот показатель отображает, насколько благоприятны экономические условия в стране. Погода здесь более солнечная и сухая по сравнению со скандинавскими соседями. Швеция отличается заботой о природе. 52% энергии берется из возобновляемых источников.
Автобусы и такси используют в качестве топлива газ, получаемый из пищевых отходов, и только 1% мусора не перерабатывается. Страна, в которой следят за экологией, чистотой и экономикой. Страна, куда стоит переехать, чтобы сделать свою жизнь лучше. Качество высшего образования – одна из основных причин популярности Швеции среди иностранных студентов. Однако за качество приходится платить. Страна известна своими высокими ценами. Выходом может стать стипендия. Цены за обучение в высшем заведении могут меняться от 30 тысяч до 100 тысяч крон. Средняя зарплата в Швеции составляет 37,5 тысяч крон в месяц, примерно 4,5 тысячи долларов. Но в стране действует один из самых высоких подоходных налогов в мире. Он может достигать 55% от заработка. Приехать сюда работать проще всего квалифицированным специалистам по приглашению компаний. Чтобы трудоустроиться в Швеции, нужно получить разрешение на работу. Примерно половину из них получают специалисты с высшим образованием. Из них большая часть работает в сфере компьютерных технологий. Приблизительно шестую часть те, у кого есть среднее специальное образование, остальное низкоквалифицированные работники. В общем-то, Швецию рекомендую всем, у кого есть возможности и финансы. Третье место – США. Американскую границу ежегодно пересекают около 1 миллиона новых иммигрантов. Люди постоянно уезжают с родных стран и хотят улучшить свою жизнь, получить новые карьерные возможности, повысить благосостояние и найти комфортное место для жизни в старости. Америка непростая и довольно дорогая страна со множеством проблем, от экономического неравенства до высокого числа насильственных смертей. Но также здесь есть и куча плюсов и причин для переезда. США – идеальное место для молодых и амбициозных людей, готовых строить карьеру и делать успехи в бизнесе. Это страна, где каждый имеет право на интеграцию в общество. Инвалиды находят работу и выполняют важные функции. Люди меняют профессию 2-3 раза за жизнь и при этом живут очень хорошо. Все знают, что в Америке дорогая недвижимость, медицина и жизнь в целом. Можно сколько угодно считать чужие доллары и принимать во внимание страховые и налоговые отчисления. Но это не меняет главного: в США много денег, и их можно зарабатывать. Всем давно известно, что в Америке более высокий уровень жизни по сравнению со странами СНГ, да даже и с некоторыми европейскими. Чтобы добиться успеха, придется много и тяжело работать. Если вы трудолюбивы, эта страна готова дать вам все: 6 нулей на банковском счету, спокойную старость и будущее для детей. Америка – одна из немногих стран, где иммигрант за несколько лет может стать по-настоящему своим. Вы можете эмигрировать в США и даже со скудным знанием языка стать американцем. Также в Америке впечатляющая туристическая инфраструктура. Здесь есть мегаполисы и провинции, горы и равнины, реки, озера и океаны, заповедники, национальные парки и гейзеры, несколько климатических зон и даже пустыня. Внутренним авиарейсом можно добраться куда угодно за несколько часов и пару сотен баксов. И это огромный плюс. Хотите отдохнуть на море, летите в Лос-Анджелес или Флориду. Хотите в горы, на лыжи, тогда вам в Аспен. Отдохнуть здесь всегда есть где. В США дорогая медицина, серьезная операция может стоить вам годового дохода. Но когда на кону стоит жизнь, на первый план выходит квалифицированный персонал, медицинские технологии и современное оборудование. С этим в Америке все отлично. Большинство медицинских потребностей покрывает стандартная страховка, которая обойдется в несколько сотен долларов в месяц, а люди с доходом ниже определенного уровня получают финансовую помощь от государства в виде дешевой или даже бесплатной страховки. Средняя продолжительность жизни в Америке около 80 лет. Это не наилучший показатель среди всех стран, но он почти на 10 лет превышает срок жизни в СНГ. Как раз это достигается во многом благодаря современной медицине. Также в США очень хорошие условия для пенсионеров. Здесь мягкий климат во многих штатах, государственные программы помощи пожилым, инвалидам и малоимущим, комфортные дома престарелых и пансионаты.
К сожалению, Америка не может похвастаться высокими пенсиями, но люди, прожившие здесь жизнь, имеют заработанные финансы и активы для спокойной старости. У американцев есть дом, машина, им хватает денег на путешествия и хорошую медицину. Напоследок обсудим цены. Жилье и медицинские услуги – вот основные расходы, которые неприятно удивляют многих иммигрантов. Все почти сходятся в том, что продукты, одежда и быт дешевле или сопоставимы по стоимости с родными странами, с учетом разницы зарплат. Но стоимость аренды жилья значительно выше, и к этому нужно быть готовым, собираясь переезжать в США. В Калифорнии аренда однокомнатной квартиры будет стоить $1800–2000. Коммунальные расходы оплачиваются отдельно и составляют $100–200. Медстраховка будет стоить около $200, но цена может быть иной в зависимости от пакета услуг. Второе место – Германия. Германия также является одной из первых стран, которая рассматривается в качестве финальной цели, как с точки зрения возможностей трудоустройства, так и потому, что она является одной из стран, с высокой работники получают мало, от 900 евро, в то время как айтишники могут претендовать на зарплату в 3–4 тысячи евро в хорошей компании. Найти работу в Австрии иностранцам довольно сложно, при этом стоимость жизни в Австрии довольно высокая, к примеру, выше, чем в Испании и Италии. Стоимость недвижимости в столице также довольно высокая. Так, за однокомнатную квартиру на вторичном рынке просят от 140 тысяч евро, за частный дом от 450 тысяч евро, и единственный вариант для желающих сэкономить – недвижимость в небольших городах и селах. Эмигрировать в Австрию стран СНГ и затем получить сразу ВНЖ и гражданство позволить себе могут лишь хорошо обеспеченные люди. При инвестициях в размере 8 миллионов евро ВНЖ и гражданство оформляется довольно быстро. То же самое касается и тех, кто готов пожертвовать 2 миллиона в благотворительный фонд. Поэтому, если вы ищете способы уехать жить без денег, Австрия – это не ваш вариант. Ну что ж, друзья, сегодня я рассказал вам о самых лучших и популярных странах для иммиграции, в которые наиболее реально переехать жителям стран СНГ. Я надеюсь, что эта информация была вам полезна и, возможно, помогла выбрать будущую страну для жизни. Ну а на этом все, спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на мой YouTube канал, а также Instagram, ставить пальчики вверх и обязательно жмите колокольчик. До новых встреч, друзья!